Несмотря на регулярные раскопки археологов, мы по-прежнему не знаем все подробности о древних народах и их культуре. Именно поэтому мы постоянно узнаем новые ужасающие факты о прошлом. Неведомое древнее существо, череп инопланетянина, странные шары внеземного происхождения и даже находка, которая ставит под сомнение всю историю человечества. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске я покажу вам находку, которая вызвала шок у археологов во всем мире. В 1967 году британский основной майор Падди Рой Бейтс провозгласил о создании нового виртуального государства княжества Силенд. Виртуальным оно является потому, что Силенд так и не был признан в качестве государства ни одним государством, либо международной межправительственной организацией. Кроме того, возникает достаточные сомнения в его способности вступать и поддерживать отношения с другими государствами. Но нас это не интересует, зато интересует, что интересного там удалось найти. И нет, это не какие-то руины древнего города или чего-то в этом роде. Людям удалось обнаружить загадочный череп, объем которого вдвое больше объема черепа даже достаточно крупного человека. Уфологи моментально выдвинули версию о том, что он принадлежал инопланетянину. Исходя из размеров и структуры черепа, существо было не менее 3 метров ростом. Форма зубов указывает на явные черты хищника. Кроме всего прочего, силенский череп был окружен старыми трубами, которые прокладывали в далеком 1900 году. Таким образом, зарыли в землю его не ранее 1900 года. Именно этим и объяснили отсутствие других фрагментов останков существа. Череп имел весьма гладкую поверхность, поэтому было выдвинуто предположение о том, что его обладатель был хорошо приспособлен для жизни в холодном климате. Помимо этого, существо могло хорошо видеть в темноте. Силенский череп далеко не первая и не последняя находка такого рода. К примеру, в 1930-е годы в Мексике нашли череп так называемого звездного ребенка. Уфологи тут же заявили, что он принадлежит существу, являющемуся результатом скрещивания пришельцев с людьми, либо результатом генетических манипуляций. Однако с помощью анализа митохондриальной ДНК, это такая двуцепочная кольцевая молекула, которая содержит 37 генов и представляет около 5% от всего ДНК человеческого генома. Так вот, с помощью него было установлено, что череп принадлежит индейскому ребенку, а необычная форма объясняется врожденными заболеваниями, такими как гидроцефалия. Это скопление лишней спинномозговой жидкости внутри головного мозга. Это приводит к увеличению размеров пространств внутри черепа и чрезмерному давлению на мозг. Лично меня эта находка впечатлила очень сильно. А какое впечатление она произвела на вас? Прогулка на свежем воздухе – это всегда хорошо. Возможно, именно поэтому любители активного отдыха нередко натыкаются на загадочные необъяснимые находки. Так, в 1986 году группа друзей набиралась впечатлений в национальном парке Кауранги, Новая Зеландия. Парк опутан сетью пешеходных маршрутов совокупной длиной 500 километров, и по площади Кахуранги занимает 2-е место в стране. Наши герои наткнулись на необычную пещеру, которую незамедлительно решили посетить. В одном из извилистых пещерных коридоров компания наткнулась на пугающую находку. Гору костей странного вида, которая местами была покрыта толстой кожей. Определить вид животного путешественникам не удалось, поэтому, почувствовав суеверный ужас, молодые люди решили, что это некий обитатель ада, который вырвался на землю, чтобы испустить здесь свой дух. Однако паника оказалась напрасной. Путешественники наткнулись на скелет древней птицы Моа, которая пролежала в пещере ни много ни мало около 3000 лет, и на удивление очень хорошо сохранилась. Поговаривают, что в безлюдных районах Новой Зеландии эта птица может существовать до сих пор. Ни для кого не секрет, что в 1492 году Кристофер Колумб открыл Америку. Об этом событии знают все, но одна из недавних находок ставит под сомнение не только открытие Америки, но и всей истории в принципе. Этой находкой оказался древний нефритовый меч. Открытие было сделано археологом-любителем еще в июле 2014 года, который неспешно прогуливался по берегу небольшого ручья в Джорджии. Когда увидел вот этот вот загадочный артефакт, 30-сантиметровая находка стала уникальным открытием в Северной Америке, заставив ученых серьезно задуматься. Изысканно вырезанный из нефрита меч имеет поверхностные окислы и минерализацию. Это указывает на его древний возраст. Многие символы на нем, как и сама форма меча, встречаются у китайских нефритовых предметов из династии Ся, Шан и династии Чжоу. Начнем с фигуры дракона, которая охватывает верхнюю часть клинка. Она типична для династии Шан, как и корона из перьев. Гротескная маска, лица на гарде и рукояти меча впервые появилась во время культуры Лянчжоу еще несколько тысячелетий назад. В это время в китайской культуре нефрит был более ценным, чем золото. Пока что тайна этого артефакта остается загадкой.
Вы наверняка слышали выражение о том, что Библия – это самая важная книга в мире. Православная церковь автором Библии считает самого Бога, а пророков, апостолов и других личностей, участвующих в составлении текстов с божественным откровением, лишь соавторами. В Библии можно найти название многочисленных священных вещей. Одним из них является Ковчег Завета, который был создан по приказу Бога, чтобы служить как отражение его присутствия и место для хранения других святых предметов. Но что интересно, Ковчег был также связан с историей Египта и израильтян. Дело в том, что согласно книге Исхода, Ковчег Завета был использован при их исходе из Египта и провозглашении закона на горе Синай. Ковчег был повсеместно почитаем и изображен в различных художественных произведениях и религиозных иконографиях. Местонахождение Ковчега Завета долгое время было неизвестно и считался чуть ли не главной пропажей Библии, когда в 2019 году в Израиле обнаружили 3000-летний храм, в котором, как предполагают археологи, хранился знаменитый Ковчег Завета. Находка была сделана примерно в 16 километрах к западу от Иерусалима. Предполагаемый храм располагался на окраине древнего поселения. В центре этого здания был обнаружен большой плоский камень. Именно он дал археологам основание предположить, что в этом храме мог храниться знаменитый Ковчег Завета. В Библии упоминается, что ковчег стоял на большом камне, вернее на четырехугольном каменном столе. К сожалению, храм был разграблен, и после этого его превратили в загон для животных. А ведь научная сенсация была так близко. Ни для кого не секрет, что в Древнем Египте люди обожали мумификации. Но мало кто знает, что в Риме тоже были мумии. В 2008 году была найдена первая древнеримская мумия – тело 7-летней девочки. Сомнений в том, что это именно мумия, не возникало. Как и египетские мумии, ее тщательно обмотали пропитанными смолой льняными бинтами, оставляя открытым лишь голову и лицо. Однако на этом сходство с древнеегипетской практикой мумификации закончились. Мумия не вскрывалась. Все внутренности, включая мозг, остались внутри тела. Примерный возраст погребения определен как 150 или 200 годы нашей эры. Роскошный саркофаг, остатки шелковой туники из Китая, золотые драгоценные украшения, включая сапфиры из Индии, говорили о том, что ребенок из весьма богатой древнеримской семьи. Азербайджан по площади самая крупная из республик Закавказья. Возможно, именно поэтому загадочные находки там не редкость. Шары с острова Була как раз такие. Именно на этом острове в 70-х годах прошлого столетия геолог Константин Мамедов обнаружил загадочные сферические образования. Всего ученый обнаружил 21 шар. Все образования имели одинаковую структуру, были четко разграничены на две равные половинки глубоким надрезом. Другие ученые, которые занимаются исследованием метеоритов, мгновенно провели параллель между находкой Мамедова и загадочным зальцбургским метеоритом, поскольку нанесенные на них надрезы были аналогичными. В исследовательских целях несколько шаров было решено расколоть по шву. Все они легко раскололись. В основе состава шаров оказался алюминий, а менее 20% структуры составлял некий монолитный сплав магнетитовых частиц. Сложная структура шаров полностью исключила возможность их естественного природного происхождения. 21 шар абсолютно одинакового диаметра и структуры, правильная шарообразная форма и симметричное разделение швом. Все эти аргументы свидетельствуют в пользу того, что загадочные шары с острова Була не могли сформироваться в природе естественным образом и, скорее всего, были созданы вовсе не руками людей. В течение последних 15 лет в египетском городе Луксоре активно велись раскопки старого города. Археологам удалось обнаружить несколько мумий, захороненных в 3 веке до нашей эры. Однако все они были густо засыпаны известью. Это означало, что перед учеными оказались жертвы чумного поветрия. Тела были похоронены с такой поспешностью, что не соблюдалась даже половина из известных историкам погребальных ритуалов. Мы привыкли думать, что самые тяжелые эпидемии чумы пришлись на средневековье. Однако и в древнем мире эта болезнь доставляла не меньше хлопот. Одним из самых суровых периодов в античной истории стала Киприанова чума, эпидемия, разразившаяся на территории Римской империи в 3 веке до нашей эры. Она была так названа в честь святого Киприана Карфагенского, человека, который в сочинении «Книга смертности» привел наиболее полное описание симптомов данного заболевания. Возможно, археологам стоит перечитать этот труд и несколько раз подумать, прежде чем извлекать жертв чумы из могил. 74 тысячи лет назад произошло одно из самых крупных извержений вулканов в истории человечества. Эта катастрофа была настолько крупной, что повлияла на становление всего человечества. Извержение вулкана Тоба было такой мощности, что облако пепла покрыло практически всю планету и по некоторым расчетам висело над ней в течение пары лет. Это сказалось на климате, потому что солнечный свет отражался от туч пепла. Местами этот пепел просто буквально выпадал как снег, и
Такие осадки засыпали всю растительность. Эта экологическая катастрофа уничтожила все население в акватории Индийского океана, от Индонезии до Восточной Африки. Выжили разве что денисовцы, которые проживали за горами на Алтае и Тибете, неандертальцы в Европе и сапиенсы из Африки. Но даже там, в южной и восточной части, заметны резкое сокращение численности и находок и деградация культуры. 30 тысяч лет понадобилось на восстановление того уровня жизни, что был до извержения. Это повлияло на судьбу всего человечества, потому что люди, жившие на берегу Индийского океана, исчезли. И это дало возможность сапиенсам реализоваться. Раньше они не могли выйти из Африки, потому что конкуренция на новых местах была велика, а теперь там никого не было. Сапиенсы начали скрещиваться с последними денисовцами, с неандертальцами и расселяться по всему земному шару. Получается, что извержение вулкана Тоба, хоть и погубило многих, все-таки дало нам возможность стать нами. На этом все. Если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.